Здравствуйте! Мы с вами продолжаем занятия по курсу православной психологии и продолжаем тему, которую начали на предыдущем занятии. Тема была связана с поиском некоторых связей, да, между принципом ненаходимости в диалогической психологии и вот теми правилами, да, которые святые отцы нам дают для поддержания вот такого собранного состояния. Мне кажется, что это действительно очень может быть полезно, да, для того, чтобы пояснить вот это состояние и принцип ненаходимости, да, и, так сказать, действительно установить некоторые связи, да, между православной аскетикой и православной психологией. Итак, мы продолжаем разбирать часть, да, так сказать, фрагмент труда святителя Феофана Затворника, который называется «Путь к спасению. Краткий очерк аскетики». И мы начинаем говорить о том, как как раз он понимает правила и как же эти правила исполнять, да, то есть правила поддержания вот этого состояния собранности. Итак, для построения правил, пишет святитель Феофан, утвердим опять мысль на состоянии покаянника. Да? То есть покаянник — это тот, который движется в своей духовной жизни и движется к очищению своего ума, к, так сказать, очищению души своей от страстей. И у него возникают, безусловно, определенные трудности, и правила помогают ему удерживаться в нужном направлении. Святитель Феофан продолжает. Дух в нем, да, в этом покаяннике, воскрешен и оживлен действием благодати, принятой в таинствах. Но он один только и есть исцеленная часть, то есть вот этот дух, да, сокрытый в самой глубине нашего существа. То есть здесь действительно есть определенная перекличка с тем, что в диалогической психологии названо этим духовным «я». Да? Оно как бы укрепляется, подкрепляется, если мы берем, так сказать, ведем духовную жизнь и, соответственно, укрепляем, да, подпитываем наше духовное начало в таинствах. Отсюда, продолжаю, да, цитировать святителя Феофана, отсюда тотчас виден весь порядок имеющих строиться правил. Таким образом, посеяно семя жизни, храни его всем хранением, иначе не к чему прилагать и трудов, и нечем нести их. Принял духа, не угашай духа, ревнуешь, ревнуй большего. Блюди то, что дано, что стяжено. Оно пропадет, и все дело пропадет. Следовательно, пишет святитель Феофан, все сюда относящееся должно заключить в всех 3 пунктах. Каких? Правилах хранения внутреннего духа ревности. Вот это я хочу подчеркнуть. Первый пункт. О правилах хранения внутреннего духа ревности. 2 пункт. Правилах упражнения сил в добре или принуждении. И 3 пункт. О правилах брани со страстьми или упражнения в самопротивлении. И далее мне очень важно, чтобы мы с вами как раз увидели, как это, так сказать, ведет к тому, что святитель Феофан говорит о этом самом состоянии собранности, о том, как его, собственно, поддерживать. Если в исполнении заповедей, пишет святитель, основание спасения, то дух ревности есть единственная для нас спасительная сила. Где он, там тщание, усердие, готовность, живость на дела, угодные Богу. Первым делом христианина должно быть хранение сей ревности и усердия, этой источной силы богоугодной жизни. Хранить, следовательно, употреблять особого рода приемы и упражнения, способствующие сему. Какие же именно? Ревность должна сохранять таким же путем, каким она родилась. А родилась она внутренним стремлением сердца под невидимым воздействием благодати Божией. Желающему сохранять неугасаемую ревность должно. Дальше у нас опять 3 пункта очень важные. Пункт А – пребывать внутрь. Дальше мы с вами будем, так сказать, читать такое, так сказать, слово, да, составное слово «внутрь пребывания». Да? То, что очень важно, да, как такое очень важное правило – пребывать внутрь. Пункт Б, следующий пункт – зреть новый мир. И пункт В – стоять в тех чувствах и помышлениях, через кое он по ступеням лестницы восшел к подножию престола Господа.
Мне кажется, вот сейчас важным действительно сконцентрироваться нам на этом пункте пребывать внутрь, на внутрь пребывании, потому что это действительно одно из важнейших правил и упражнений таких своеобразных, да, которые помогают нам сохранять вот эту собранность, да, сохранять ревность. Двигаемся дальше. Святитель Феофан пишет: когда божественная благодать воздействует на человека в сердце его, тогда дух его проникает туда своим сознанием, а за ним и все силы души и тела. Отсюда закон для внутрь пребывания. Значит, святитель Феофан пишет это через черточку, да, внутрь пребывания. Держи сознание свое в сердце и собирай туда напряжением все силы души и тела. Внутрь пребывания, собственно, есть заключение сознания в сердце. Напряженное же собирание туда сил души и тела есть существенное средство или делание. Впрочем, они взаимно друг друга рождают и предполагают, так что одно без другого не бывает. Кто заключен в сердце, тот собран, а кто собран, тот в сердце. Собрание ума в сердце есть внимание. То есть это вот некий такой вывод, да? Как действует вот этот закон внутрь пребывания. Собрание ума в сердце и есть внимание. Собрание воли – бодренность. Собрание чувства – трезвение. Внимание, бодренность, трезвение – три внутренних делания, коими совершается самособрание и действует внутрь пребывания. Вот я хотела бы сделать некоторые комментарии относительно того, вот что мы сейчас с вами здесь зачитали, как вот такую, так сказать, цитату, да, длинную достаточно, из святителя Феофана Затворника, потому что мне кажется, здесь вот как бы такая основная вот для нас такая мысль, да, основные, так сказать, вот такие поучения о том, как должно совершаться самособрание. Безусловно, вот святитель Феофан, как вот человек уже очень близкий к нам на самом деле по времени своей жизни, он в значительной степени вот по-своему излагает, да, в какой-то степени обобщает всю ту многовековую святоотеческую традицию, которая была посвящена вот этому внутреннему деланию, да, очищению от страстей, достижению, да, вот этой внимательной, трезвенной молитвы, которые, собственно говоря, связаны вот с этими словами, да, «Держи сознание свое в сердце», да, или, так сказать, «Опускай ум свой в сердце». В частности, делатели молитвы Иисусовой, они именно такую рекомендацию постоянно и дают, да. Человек, который действительно двигается, да, вот в этом внутреннем делании, в Иисусовой молитве, он действительно достигает, да, вот этого соединения ума и сердца, да, ум опускается в сердце, и вот действительно возникает вот такое единство и целостность человеческого существа, которые были утрачены в грехопадении, и, в общем-то, вот возникает возможность такого восстановления, да. Понятно, что, конечно, это вот, ну что ли, движение в сторону восстановления, а не восстановление, так сказать, уже в каком-то окончательном виде, да, которое, в общем-то, нам обещано именно после воскресения. Но вот эти вот усилия, да, они крайне важны для этого. Итак, вот, значит, святитель Феофан говорит о законе для внутрь пребывания. Держи сознание свое в сердце и собирай туда напряжением все силы души и тела. И далее, да, вот очень важный момент, который связан, собственно, вот с тем выводом, да, на который я уже обратила ваше внимание. Значит, вот святитель Феофан говорит о том, что вот это вот самособрание и внутрь пребывания, вот это такая, так сказать, многомерная реальность, что ли, да? Дело в том, что мы с вами знаем, что в христианской традиции, да, в христианской антропологии, которая на самом деле что-то берет даже и из античной философской традиции, вот мы знаем, что еще Платон говорил о том, что у человека три силы души – это ум, чувство и воля, да? И вот здесь как раз речь идет о том, что вот это самособрание, оно предполагает собирание, да, так сказать, вот, и
как бы такую концентрацию, да, вот в сфере ума, в сфере чувства и в сфере воли. И вот я еще раз обращаю ваше внимание, да, на то, что святитель Феофан говорит о том, что собрание ума в сердце есть внимание, да, собрание воли, бодренность, то есть действительно вот такая активность, готовность, именно готовность к действию. Да, вот если мы говорим уже о диалоге человека с человеком, то это вот действительно готовность внимания, так сказать, да, вот в слушании другого человека, да, бодренность и готовность действительно вот что-то ответить, искать, да, так сказать, вот те слова, которые, может быть, могут помочь другому человеку, да, и собрание чувства — это трезвение. Вот святитель Феофан, вот я еще раз это повторяю, да, он говорит, что внимание, бодренность и трезвение — это как раз 3 внутренних делания, коими совершается самособрание. Да? То есть человек и действует внутри пребывания. То есть человек действительно достигает вот этой некоторой собранности. И мы с вами говорили как раз вот в пояснениях, да, вот к этому принципу вненаходимости в диалоге, что очень важно действительно сохранять вот эту объективную ценностную точку опоры. Очень важно сохранять вот такое состояние незахваченности чувствами, незахваченности страстьми. Вот то, о чем здесь святитель Феофан говорит, собрание чувства, трезвения. Да? Очень важно сохранять это трезвение для того, чтобы не было эмоционального заражения в нашем общении, для того, чтобы мы с вами действительно могли сохранить вот эту вот объективную позицию. Значит, вот это вот очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. И продолжаем мы с вами далее знакомиться, да, с тем, что говорит святитель Феофан о вот этом внутрипребывании. Внутрипребывание есть в истинном своем виде условий господства человека над собою, следовательно, истинной свободности и разумности, а потому и истинной духовной жизни. Потому всякое духовное делание и всякий вообще подвиг должен быть совершаем отсюда, то есть из внутрипребывания. Иначе он не духовен, ниже подвижничества и должен быть отметаем. «Царствие Божие внутрь вас есть, говорит Господь». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «И потом для одного духовного делания заповедал: вниди в клеть твою и затвори двери». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. «Это клеть сердца, по разумению всех святых отцов», пишет святитель Феофан. «По сей-то причине человек духовный, спасающийся, подвязающийся и называется внутренним». Именно поэтому вот я и хочу установить вот эту некоторую такую аналогию, да, некоторую связь, да, между вот этим внутрипребыванием, да, по святителю Феофана Затворника и тем вот принципом вненаходимости, который так важен нам для того, чтобы сохранять вот эту трезвенную, объективную позицию в нашем общении с нашими ближними. И, наконец, ознакомление с вот текстом, да, так сказать, с фрагментом текста святителя Феофана, который имеет отношение к внутрипребыванию, я хочу обратить ваше внимание еще на следующие его слова. Что собрание внутрь есть приспособленнейшее средство к хранению ревности, это сейчас видно. Собранное должен гореть, ибо собирает все силы воедино, подобно как лучи рассеянные, будучи собраны в одну точку, обнаруживают сильный жар и зажигают. Ну, все мы знаем, да, как бы с детства, может быть, вот эти опыты с увеличительным стеклом, да, с линзой, которая собирает лучи и, так сказать, может даже зажечь, так сказать, какой-то вот такой объект, да, там типа соломы или бумаги, да, или еще чего-то. И святитель Феофан здесь прибегает вот именно к такой вот аналогии. И действительно, с собранием всегда соединена теплота. Дух здесь видится нам сам с собою. То есть дух здесь видится сам с собою, говорит святой Никифор, и играет от радости.
То есть вот это именно вот, наверное, очень хорошая такая, да, хорошие слова, да, замечательная цитата, связанная с тем, что вот мы с вами обсуждаем именно духовно ориентированный диалог, да, то есть именно тот диалог, который направлен на активизацию, актуализацию вот этого духовного начала в нас, да, которое действительно имеет такую целительную силу в нашем общении с нашими ближними. Далее продолжаю вот с большим удовольствием приводить вот эти слова святителя Феофана Затворника, да, уже заключительные такие, да, вот в нашем нынешнем занятии. «Собранный силен, подобно войску устроенному или пуку слабых тростей связанных. Оно, подобно припоясанию чресл, означает готовность и силу действовать. Несобранный всегда слаб и или падает, или не делает. Собранный зрит все в себе. Кто в центре, зрит по всем радиусам, все видит в круге равно и как бы в один раз, а выступивший из центра видит по направлению одного только радиуса. Точно так же и тот, кто собран внутрь, видит все движения своих сил, видит и управить может. Горение же духа, сила и зрячесть и составляют истинный дух ревности, который из них слагается. Потому следует сказать: только будь внутрь, и не перестанешь ревновать». Итак, вот я завершила такую, может быть, довольно длинную, да, так сказать, вот череду цитат из святителя Феофана Затворника, и мне кажется, что это учение, да, святителя Феофана, да, вот его вот это вот состояние, да, внутрь пребывания и предложение тех путей, которыми можно продвинуться к этому состоянию, да, вот тех правил, да, мне кажется, что действительно это имеет очень, так сказать, существенное такое близкое, да, отношение к тому, о чем мы говорили в связи с вот принципом вненаходимости. То есть вот в данном случае мне кажется, что ближе всего здесь, конечно, взаимосвязь вот с этим собранием чувства, которое у святителя Феофана называется трезвением. То есть это, наверное, вот может выступать как бы как некая такая центральная задача для человека, который стремится овладеть позицией вненаходимости. И вот, соответственно, именно это помогает вот специалисту, да, скажем, психологу, педагогу, церковному работнику, сотруднику сохранить вот эту трезвенную позицию и не как бы заражаться, да, какими-то негативными эмоциональными переживаниями собеседника, да, человека, который пришел, да, за какой-то помощью, да, в ограду храма, и сохранить вот эту объективную позицию, да, и вот действительно из этой объективной позиции уже иметь возможность вот оказать какую-то, да, помощь психологическую или педагогическую или духовную помощь, которая могла бы быть оказана вот этому человеку и принести ему реальную пользу. Ну вот в заключение нашего занятия, наверное, я бы могла привести некоторые примеры того, как вот может работать именно вот этот принцип ненаходимости в, так сказать, процессе психологической консультации, то есть в процессе вот, так сказать, работы, скажем, да, педагога воскресной школы. Вот я уже приводила некоторые примеры, которые привел, значит, вот педагог воскресной школы для взрослых. То есть это вот такие как бы педагогические ситуации, которые, конечно, в общем-то, в значительной степени граничат уже с какими-то такими моментами и приходского консультирования, и, может быть, даже психологического консультирования. То есть это действительно вот та сфера, в которой трудно провести какие-то жесткие грани, да, жесткие границы. Ну вот привести некоторые примеры, которые показывают работу принципа вненаходимости именно в ситуациях, собственно, психологического консультирования,
Здесь я бы хотела привести пример из практики консультирования самой Тамары Александровны Флоренской, который, в числе многих прочих, может проиллюстрировать нам то, как принцип невинонаходимости может работать на практике. Вот, так сказать, данная конкретная ситуация, она состоит в следующем. Да? Вот Флоренская слышит телефонный звонок, и по телефону к ней обращается ее знакомая, назовем ее Эль, как вот в тексте самой Флоренской, в ее статье она названа. В общем-то, это человек знакомый, и она обращается к Тамаре Флоренской с просьбой о консультации. И, в общем-то, она жалуется на невыносимо тяжелое состояние, поэтому ей нужна немедленная встреча. На вопрос консультанта, что случилось, она отвечать не может, поскольку звонит из дома. После 2-3 вопросов внешнего характера консультант, то есть Флоренская, спрашивает: «Вы влюбились?» И получает утвердительный ответ. «Изменили мужу?» – спрашивает консультант. Ответ – «да». И вот дальше, соответственно, они договариваются о встрече, и уже идет, так сказать, их общение в том, что мы сейчас называем очный формат. Ранее эта женщина, Эль, говорила, что муж устраивает ее во всех отношениях. Он любящий, преданный, честный человек, очень хороший отец, но при этом он очень мало зарабатывает и не прилагает усилий к тому, чтобы обеспечить семью. И это главная причина их конфликтов. Конфликты чаще возникают по инициативе жены. Муж покорно их терпит, во всем соглашается и обещает исправить положение, но пока реально ничего не делает. И это приводит Эль в сильное возмущение. Недавно Эль встретила свою первую любовь, человека, за которого когда-то очень хотела выйти замуж, но он ушел в армию, не попрощавшись. Она обиделась и, обиженная, нашла себе другого мужа. Вот здесь можно действительно прокомментировать, да, что вот уже вот этот шаг она сделала действительно в состоянии обиды, то есть в страстном состоянии. И, в общем-то, вот сейчас мы имеем вот такую проблему, которая является следствием вот того ее довольно давнего уже, да, страстного состояния. Новая встреча всколыхнула их прежние чувства, и теперь Эль ничего не может с собой поделать. У ее возлюбленного, так же, как и у нее, 2 детей. И он не может оставить семью, но при этом не хочет и терять ее, то есть Эль. Женщина также не хочет разрушать свою семью, она любит детей и мужа, и боится, что муж узнает о ее измене и оставит ее. И она это очень хорошо понимает, поскольку знает о себе уже, что она человек взбалмошный, импульсивный и может сама проговориться. Эль постоянно сравнивает мужа и возлюбленного, и главное в ее сравнении то, что первый ничего в жизни не добился, не способен обеспечить семью, тогда как второй все имеет. И дачу, и квартиру, и машину. Он не останавливается на достигнутом, идет в гору. Он работает на железной дороге. И вот здесь уже вот как бы консультант задает вопрос: а как вы думаете, откуда у него все это? И получает ответ: вот не знаю. Следующий вопрос консультанту: уверена ли она, что это все заработанное благо? Эль отвечает, что вполне допускает, что нет, не заработанное благо, но теперь как бы все так, да, вот как бы все так. Вот я напоминаю, что это, так сказать, период, да, вот позднесоветского времени, период, когда у нас бывали там всяческие дефициты, да, когда вот люди иногда, да, пытались как-то выбиться и заработать, да, не всегда законными методами, да, вот в данном случае, похоже, это тот самый, так сказать, вот вариант. На вопрос консультанта, что же она думает делать в этой ситуации, Эль отвечает, что она хочет уехать года на 2 на заработки, но при этом ей очень жалко детей, и муж также не соглашается. Но сейчас, как она думает, ей по-другому с собой не справиться. И наряду с такой попыткой уйти от себя, она, как бы споря с консультантом, говорит: а почему я должна отказаться от своего счастья? Надо же мне, наконец, пожить для себя. Я забываю все, когда его вижу. А консультант спрашивает: а если бы он был вашим мужем, вы бы были с ним счастливы? Эль отвечает: нет, это было бы одно мучение. Любить такого человека, как он,
Я бы не смогла. Я женщина эгоистичная, мне нужно, чтобы меня любили. А ждать, ревновать, слушаться такого, как он, этого я бы не смогла. Консультант продолжает свои вопросы. Если это ваше счастье, что же вас так мучает? Почему вы сейчас так несчастны? То есть вот я хочу отметить, да, что вот те вопросы фактически, да, вот вопросы для развертывания диалога, которые задает консультант, это те вопросы, которые должны помочь консультируемому, да, в данном случае вот этой женщине, лучше понять, что же с ней происходит. И женщина отвечает: после раздумья я как будто раздвоена, разорвана на две части. Знакомый сексолог говорил мне, что для разнообразия нужно иметь кого-то на стороне. Я попробовала и вижу, что это неправда. Нельзя себя делить между двумя мужчинами. Раньше мне было хорошо с мужем в интимных отношениях, а вчера я его грубо оттолкнула, сославшись на плохое самочувствие. Любовь не может делиться между двумя. Консультант спрашивает: а как же ваш прежний знакомый делит вас со своей женой? Ответ: а может быть, он и не любит меня, как я его? Может быть, мне только кажется, что он меня любит. Как вы думаете? То есть получается, что консультируемая отвечает вопросом на вопрос. Да? Она сама не может ответить для себя на тот вопрос, который поставлен. Вот здесь как раз вот Флоренская очень четко демонстрирует, да, вот эту вот позицию вне-находимости, да, как она работает, как она может работать и помогать. Она отвечает: не знаю, вам виднее. То есть вот мы с вами уже говорили и о парадоксе воздействия, да, что вот очень важно, чтобы какое-то решение созрело в самом человеке, чтобы это не было, так сказать, вот каким-то внешним советом, который человек послушал, как-то его, так сказать, для себя, может быть, осмыслил и, возможно, в общем-то, забыл, скорее всего, не выполнил. То есть вот чтобы консультация была действенна, очень важно, чтобы человек сам принял решение, чтобы решение созрело в самом человеке. И вот она действительно говорит: не знаю, вам виднее. Женщина отвечает: моя сестра мудрый человек. Она говорит мне: от добра добра не ищут. А знаете ли, когда она еще не знала о наших отношениях, то она сказала о нем: ловелас. Может быть, я и вправду его идеализирую? Опять вопрос, да? Флоренская отвечает: не знаю. Эль спрашивает: а как узнать, любовь ли это? Консультант отвечает: когда чувство глубокое, должна быть ответственность за человека. Эль продолжает: так что же, мне отказаться от любви? Консультант продолжает: а что, любовь для вас — это непременно сексуальное отношение? Женщина очень эмоционально вскрикивает: а как же без этого? То есть имеется такой взрыв протеста и возмущения. Флоренская отвечает: а я думаю, что нет. И вот ответ на ваш вопрос. Если без этих отношений любовь заканчивается, значит, это не любовь. На этом первая беседа прервалась, так как вот Эль надо было идти. Да? Вот я хочу немножко приостановиться на этом и сказать о чем? Да? О том, что вот с одной стороны, да, консультант здесь выдерживает вот эту позицию вне находимости, вам виднее, смотрите сами. Вот как вы сами думаете в этой ситуации, что вы сами хотите делать в этой ситуации. Но в то же время, в общем-то, она и, вот консультант, да, она и озвучивает свои ценностные позиции. Да? То есть в данном случае это именно вот такая христианская позиция, христианское понимание любви, да, вот это подчеркивание ответственности, да, подчеркивание того, что интимные отношения, в общем-то, не являются таким вот абсолютным центром, да, тех любовных отношений, которые в идеале, да, вот в христианском идеале, да, имеют место между супругами. И вот как бы на этом фактически ставится как бы такая точка с запятой, да, вот заканчивается первая консультация. Далее идет вот комментарий такой, да, именно самой Флоренской, вот в той статье, из которой я привожу вот этот пример. В ходе первой беседы с Эль, ставя ей вопросы, я, то есть Флоренская, да, стремилась не только понять ситуацию, в которой она оказалась, но и помочь ей осознать эту ситуацию. Эль — страстный, увлекающийся человек, и помочь ей перейти от захвативших ее эмоций к осознанию — задача нелегкая. Она, по ее словам, запуталась, надо помочь ей разобраться в себе и в своих желаниях. Они действительно противоречивы. С одной стороны, Эль хочет уехать, уйти от себя,
С другой стороны, она утверждает, что ей надо пожить для себя. Она убеждает себя и консультанта в том, что это настоящая любовь, и в то же время просит консультанта помочь ей определить, любовь ли это. Она утверждает, что нельзя делить себя между двумя мужчинами, и в то же время не хочет оставлять ни мужа, ни любовника. То есть вот такая вот ситуация, так сказать, колебаний, да, и вот недостаточной степени как бы осознания, да, то есть той ситуации, в которой человек находится. Мои вопросы, то есть вопросы Флоренской, да, к Эль сменяются ее вопросами ко мне. Отвечая на них, я, то есть Флоренская, да, стремилась учитывать ее внутренний диалог и поддерживать сторону ее высшего потенциального «я». Наличное «я» собеседницы резко протестует против возможности любви без чувственных удовольствий. Но другой голос, то есть голос духовного «я», да, говорит прямо противоположное. То есть вот здесь действительно имеет место вот этот вот конфликт, противоречие, да, между двумя «я» в человеке, да, наличным и духовным «я». И вот этого человека вот в таком состоянии, да, в общем-то, действительно можно определить как противоречивого. Да? То есть, с одной стороны, она все-таки слышит голос своей совести. С другой стороны, она не хочет слышать, она хочет его переспорить. Да? Ну как же, надо, вот, чтобы в любви обязательно были вот эти вот отношения, связанные с удовольствием. В следующей беседе с консультантом, да, которая состоялась через 2 недели и которой предшествовали 2 телефонных звонка уже менее отчаянных, Эль спросила: ну что же, скажите, мне все бросить? Ответ: зачем же все? Любовь не бросить. Женщина продолжает: так что же, делить любовь между двумя? Возмущенно. Значит, Флоренская отвечает: смотря о какой любви вы говорите. Эль уже не возмущается, она понимает, о чем идет речь. За это время в ее сознании произошло заметное изменение. Незаметно для себя она стала утверждать то, и причем теми же словами, что в прошлой беседе ее возмущало. Недавно она спорила со своими сотрудницами на работе о том, что есть или нет бескорыстной любви. И в ответ на их отрицание, то есть нет бескорыстной любви, да, она уверяла их, что только такая любовь и есть настоящая. То есть эта женщина фактически, да, вот переносит свой внутренний диалог в ситуацию общения с ее коллегами по работе, да, и вот она начинает как бы пробовать утверждать вот то, что подсказывает и голос ее совести, да, и то, что они уже обсуждали вот на этой консультации. Фактически, да, продолжает Флоренская, голос собеседника стал ее собственным голосом, по-видимому, потому что он был выражением ее же собственного неосознаваемого внутреннего голоса, да, то есть голоса духовного «я». И Флоренская здесь комментирует, да, что идеал бескорыстной любви – это универсальный общечеловеческий идеал, который многократно выражен в искусстве и в мудрости всех времен, и поэтому потенциально он присущ каждому человеку. В следующей, то есть второй беседе, да, уже осознав альтернативу, в которой эта женщина находится, она проявляет склонность к определенному выбору, ожидая от консультанта подтверждения и опоры в этом выборе. Но консультант не удовлетворяет ее ожидания, чтобы не нарушать самостоятельность и свободу выбора, которая пока продиктован в значительной степени желанием успокоиться на каком-то решении, как бы пристать к какому-то берегу. То есть женщине хочется быстренько принять какое-то решение в то время, когда она сама внутренне еще не созрела, еще не перестроилась, еще не пережила перебор, да, каких-то вариантов, да, и, соответственно, вот их, так сказать, рассмотрение и нахождение того решения, которое действительно удовлетворило бы ее полностью. И вот в этой второй беседе Эль много говорила о том, что если бы ее муж исправился, стал бы более энергичным в обеспечении семьи, то лучшего ей и не надо было бы желать. Ну и консультант с консультируемой сошлись на том, что лучше ей не возмущаться, а уж просто, так сказать, взять и помочь мужу устроиться на другую работу. Значит, прежний знакомый был для Эль некоторым идеалом мужа-добытчика, энергичного, самостоятельного мужчины, но при этом сама Эль человек слишком самостоятельный, энергичный, чтобы ужиться с этим своим идеалом мужчины. И она поняла, что муж для нее действительно идеальный супруг, да, идеальный партнер.
В третьей беседе уже женщина выглядит в значительной степени успокоившейся. Она начинает с того, что теперь мало видит мужа, потому что он приходит в 12 часов, так как зарабатывает в кооперативе. Вот я думаю, что вы представляете себе, что вот в это позднее советское время, да, вот на, так сказать, рубеже, да, перестройки нашей, да, и вот, так сказать, вот всех тех событий, да, которые с этим связаны, у нас было вот это кооперативное движение. То есть она его устроила в этот кооператив, он там, так сказать, очень интенсивно работает, неплохо зарабатывает. Она ждет его прихода, она скучает о нем. То есть вот ее эмоциональное состояние, оно меняется, да? Она скучает о нем и радуется, что он, наконец, обеспечит семью и станет тем, кого она хотела бы в нем видеть. Вот очень важное, так сказать, замечание касается вот уже заключительной, да, так сказать, части описания этого случая. Значит, женщина рассказывает о том, что она встретилась недавно со своим другом, то есть любовником. Но оба торопились по домам, смотрели на часы. То есть вот мне хочется здесь вот завершить наше сегодняшнее занятие вот акцентом на этом моменте. То есть оказывается, что когда один из людей, да, которые вовлечены в некоторое общее такое страстное переживание, в данном случае это вот эти вот отношения двух любовников. Когда один из этих людей сделал свой духовный выбор, то вот эта связь, она распадается самопроизвольно. То есть вот как с ее стороны уже не было никакого интереса и желания при вот этой случайной встрече общаться, да, вот приближаться, продолжать, так сказать, контакт какой-то и так далее, так и со стороны этого человека. Да, так и со стороны ее любовника. То есть вот здесь очень важный момент заключается как раз в том, что вот этот духовный выбор, который консультант помогла сделать вот этой женщине, да, этой Эль, да, сохраняя вот эту позицию вне находимости, да, то есть такой вот бесстрастности, объективности, да, и при этом, так сказать, вот обеспечение такой дистанции, которая дает свободу выбора и свободу переживания собеседнику. Вот именно эта ситуация дала возможность этой женщине сделать свой духовный выбор, утвердиться в этом выборе. И оказывается, что при этом вот эти вот, так сказать, страстные отношения исчезли сами по себе. Да? То есть как бы оба смотрят на часы, оба торопятся по делам, и, в общем-то, им уже не до продолжения вот этого любовного эпизода. Вот я думаю, что это для нас с вами неплохой пример, имеющий прямое отношение к практике. Я думаю, все мы с вами понимаем, что эта ситуация не единичная, да, что такие ситуации встречаются в жизни, да, и в настоящее время, и в те времена, так сказать, вот позднесоветские, о которых, так сказать, мы говорили сейчас в связи с вот с этим конкретным случаем. В общем-то, они эти ситуации повторялись, так сказать, и во многие-многие прошлые годы. На этом нам с вами сегодняшнее занятие нужно завершить. И мы продолжим говорить о методах диалогического консультирования в наших ближайших встречах. А теперь вопрос.